нет, 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 нет. Что ты снимаешь-то, блин? Попали мы! Мечтает переехать в столицу. Признается, что Сынок, погоди, когда-нибудь она тебе пригодится. А что это, папа? Это та самая ручка, которую выломали при президенте. Говорят, можно открыть любой УАЗ. Вот представьте себе, что у вас есть печатная машинка в 2020 году. Хорошая такая, добротная печатная машинка. И вы решили ее сделать современнее. Ну вот, приспичило. Бывает же. И вот вы поставили на нее, значит, датчик, который будет отслеживать состояние ленты с краской. Вкорячили Wi-Fi модуль, который будет считать количество знаков и отправлять вам на смартфон уведомления, чтобы вы знали, сколько символов вы набрали за день. И еще вы туда должны обязательно поставить нейросеть, которая не даст нажать на кнопку, если из-за этого вы напечатаете слово с ошибкой. И вот вы, счастливый, довольный, одухотворенный, садитесь тестировать свою самую продвинутую на планете печатную машинку и понимаете, что это все еще просто печатная машинка. Просто прокачанная. И да, она тупее смартфона вашей бабушки. A selfie? What the heck is a selfie? Потому что технологии за это время так далеко ушли вперед, что догонять придется долго и мучительно. И вообще не факт, что эта погоня закончится успехом. И я сейчас совсем не про печатную машинку. Вы же поняли, да? Перед вами самая прогрессивная, крутая и прокачанная модификация Патриота, потому что у нее стоит автоматическая коробка передач. Да, УАЗ с автоматом. Мать твою, мы дожили до этого. Эта трансмиссия была разработана концерном General Motors, выпускает ее бельгийская компания Push Power Glide, и производится она на заводе во французском Страсбурге. И автомат появился на Патриоте спустя 14 лет после появления. И вы можете сказать, пора бы менять поколение. Я с вами полностью согласен, однако Патриот — это редкий случай автомобиля, с которым каждый год что-то делали на заводе. Итак, мне нужна подсказка. В 2006 году внедорожник получил новый стартер-генератор, другую обивку сидений и новый радиатор. В 2007 добавили иммобилайзер, АБС, новые мозги двигателя, а также переделали рулевое управление. В 2008... 75 years later. Ну и вот в 2019 у Патрика появился автомат и новая мультимедийная система на Android. Почему нельзя было добавить большинство этих компонентов сразу, когда модель выходила на рынок? Ведь они тогда уже были. Вы можете задаться этим вопросом, а я вам отвечу, что понятия не имею. Однако я точно знаю, что все, что делалось с Патриотом, было направлено не только на то, чтобы выжать из него максимум комфорта, но и на то, чтобы прокачать надежность этой тачки, потому что к ней традиционно много вопросов. Не забываем про трудности с антикоррозийной обработкой, не забываем про проблемы с охлаждением отечественного двигателя ЗМЗ, не забываем про проблемы с катушками зажигания, а также у Патрика могут приехать крестовины, карданы и полуоси, если вы будете эксплуатировать этот внедорожник на бездорожье.
Может, поэтому в УАЗе считают, что это идеальный автомобиль для города? Когда я говорил про то, что Патриот появился в 2005 году, я немного слукавил, потому что, по сути, этот внедорожник вырастили из модели УАЗ-3160 Симбир, а вот его разработка началась в конце 80-х, и только в начале 90-х у парней с Ульяновского автозавода начало вырисовываться нечто похожее на итоговый продукт. И если в 2005-м Патриот был отличным вариантом для тех, кому нужно было что-то большое и проходимое, а от трактора уже болела жопа, то в 2020-м это та самая печатная машинка с нейросетью и Wi-Fi модулем. Автомат, климат-контроль, подогрев сидений, подогрев руля, черт побери, здесь кнопочное и шайбочное управление полным приводом. Блин, я как будто не про УАЗ говорю. Моя первая встреча с патриотообразными состоялась, примерно 5 лет назад, и тогда это был пикап. Так вот, та машина хронически не умела держать прямую, а пятая передача втыкалась где-то в районе промежности переднего пассажира. Но с последним пунктом проблем сегодня нет, у нас же автомат. И на удивление, все эти бесконечные допиливания и доработки, в пучину которых так самозабвенно бросается Ульяновский автозавод каждый год, привили Патриоту хоть какие-то манеры. Он теперь не шарахается из стороны в сторону и не прыгает в соседний ряд, если по встречке быстро проехала фура. Однако это совсем не значит, что за рулем Патриота теперь можно расслабиться и получать удовольствие, наслаждаясь пейзажами и общением с попутчиками. Хоть курсовая устойчивость и прокачалась, эталонно ее все равно не назовешь. Постоянно приходится подруливать и подпинывать, чтобы Патрик не сползал с траектории. Кажется, он не сможет просто ехать прямо, даже если это будет не подмосковная трасса, а идеальная дорога в сферическом вакууме. Обратная связь на руле фактически отсутствует, зато присутствует постоянно какой-то фоновый зуд, который вам вообще никак не помогает, если количество поворотов на дороге становится больше нуля. Вообще, Патриот не то чтобы не любит поворачивать, он как будто бы не до конца умеет это делать. Если вы слишком сильно замедлитесь, то тогда вам придется долго и мучительно крутить эту тугую баранку. Если вы переборщите со скоростью на входе, то сначала вас ждет крен, потом снос, потом перепуганные лица пешеходов на тротуаре, потом расстройство кишечника и потом уже выход из поворота. Проще говоря, к каждому повороту на Патриоте нужно подходить строго индивидуально, рассчитывать скорость, рассчитывать все свои действия, чтобы не наматываться всем телом на эту тугую баранку и чтобы не балансировать на грани сердечного приступа. Что, в общем-то, еще раз подтверждает тезис о том, что отдохнуть за рулем Патрика все еще не получится. Хотя со временем, наверное, к этому привыкаешь. А вот плавность хода за последние 5 лет изменений не претерпела. Патриоту все еще наплевать на форму и размер кочек, ям, лежаков, других автомобилей, которые попадаются под колеса. Но он обязательно сообщит вашей жопе о том, что дорога под колесами не идеальна. Как назойливый сосед, которого вы встречаете в лифте, и он каждый раз начинает рассказывать вам что-нибудь личное и не очень интересное, а вы даже не знаете, как зовут этого человека. Впрочем, есть мнение, что с точки зрения управляемости и плавности хода из этого древнючего шасси больше уже и не выжить. Ну, а теперь самое главное. Автомат. It's just what I needed. You've picked up my pieces. You're my Novocaine and I'm addicted to you. But nothing else matters when we're together. No one else exists when I'm with you. И он мне нравится. Нет, он, конечно, не блещет скорости переключений, но все делает плавно и в выборе передач практически не ошибается. Он, конечно, может засобливить через 300-400 метров, после того, как вы отъедете от дилера. Однако, если этого не случится, то и причин жаловаться на эту трансмиссию у вас особо-то и не будет.
По мотору никаких откровений. Старенький атмосферник ZMZ на 2,7 литра и 150 лошадиных сил. Он кряхтит, пердит, трясется, вибрирует, шумит. Но более-менее пристойно разгоняет Патриота только до 50-60 км в час. А вот дальше начинает рвать жилы и жрать топливо ведрами. Вот ей-богу, это первая машина за очень продолжительное время, где я прямо вижу, как стрелка уровня топлива движется к нулю. Вот прям физически это ощущаю. Поэтому, если вы задумаете какой-нибудь рискованный маневр на Патриоте, то лучше бы вам подумать дважды. С другой стороны, по реву мотора и движению кузова, а Патриот весь периодически вибрирует как желе, все вокруг поймут, что вы решили пойти на риск и просто подвинуться в сторону. И это самый главный плюс Патриота в городе. Потому что он все еще большой, тяжелый и неповоротливый. Да, на светофоре вы можете заглянуть в полные грусти глаза водителя КамАЗа. Но с той же степенью вероятности вы можете не заметить какой-нибудь крошечный Пежо, который крутится у вас под колесами. А еще его неудобно парковать, несмотря на парктроники и камеру заднего вида, потому что они, установлены на уровне бампера, а за ним еще торчит 20 сантиметров запасного колеса. Но вот про него вы точно не забудете. Почему? Да потому что оно частично перекрывает обзор с камеры заднего вида. Наконец, Патриот слишком высокий. От земли до верхнего точки, то есть до кромки антенны, здесь больше 2 метров. А это значит, что вы попросту не сможете заехать на многие подземные паркинги. Ну, либо заедете и останетесь без крыши. Короче говоря, когда в УАЗе заявляют о том, что Патриот теперь еще и машина для города, они попросту имеют в виду, что вы не расшибетесь насмерть на первой же клеверной развязке. И несмотря на все эти цацки, мультимедийки, кондиционеры и автоматы, место этой машины совсем не в мегаполисе. Эй, тормози, братан! Отлично! Братишка, до деревни подвезет, а то я за грибами пошел, а крузачок сломался. Ну, запрыгни. Братишка, а хочешь я тебе шутку смешную про УАЗ расскажу? Анекдот. Хочешь? Ну. Короче, смотри, мужик купил УАЗ, приехал на нем к себе в деревню, в колхоз, поставил его среди тракторов, нажрался, а с утра не смог найти. Ну, у вас это же сельхозтехника, смешно же, да? Оно что, из слоновьего дерьма, что ли, сделано? Что, они до сих пор это из слоновьего дерьма делают? Ущипни меня. Быстро щипай. Щипай меня. Щипай, сказал. А! Не сплю, значит. Это что, автомат? Да. На УАЗе? Да. В 2020 году? Да. То есть в 2020 году они поставили автомат и стали на один шаг ближе к богоподобному, прекрасному, идеальному, изумительному, опередившему свое время Toyota Land Cruiser 100. Ты чё, братишка? Пошел вон. Не, а что такое? Пошел вон. Ну ладно. Выметайся из моей машины! Братишка, ну хоть пожрать что-нибудь оставь. И я готов поспорить, что вы думали до вот этого момента видео, что я отношусь к Патриоту точно так же, как вот этот ушлепок. Но вот черта с два, просто Патрик, он как Pagani Zonda R. Он как Ferrari FXXK. Он как Макларен Сенна. Его невозможно воспринимать в отрыве от контекста. Я точно так же уверен, что на любой из этих тачек вы сойдете с ума, толкаясь в вечерней пробке на МКАДе или ковыряясь в поисках места на парковке у Икеи в субботу. А уж когда вам придется загрузить в эту тачку стеллаж какой-нибудь Фьюльбе, прости господи, вот тогда уж вы рехнетесь окончательно. Ну, давайте уже погрузим вас в привычную для него среду обитания.
И вот сейчас хочется скатиться в журналистские штампы и начать говорить о том, что вот здесь, в поле, вот здесь-то и раскрывается весь потенциал этого шасси. И вроде рулевое управление настроено нормально, и вроде как подвеска отрабатывает отлично. Но вот хренушки. Однажды мне довелось поездить за рулем трактора «Беларусь» по перепаханному полю. И что, вы думаете, мне было комфортно? Да черта с два, меня трясло, руки мандражировали, все билось в конвульсиях, а слух потом восстанавливался несколько дней. Однако же, когда я ехал на Беларуси, я точно знал, что я вернусь в точку отправления, что бы там под колесами не было. И вот здесь я испытываю похожие чувства. Да, безусловно, тут поменьше трясет. Мне несколько комфортнее, тут тише. И мне не надо ворочать миллион рычагов, чтобы подключить полный привод. Морда жесткая. Здесь подключается вообще шайбой. И, кстати, теперь этим заведует индийская раздаточная коробка, а не корейская. Please, may I speak with you for 10 minutes? Ну, а задний дифференциал здесь вообще блокируется кнопкой. Короче говоря, весь внедорожный арсенал этой машины включается так же просто, как и телевизор у вас на кухне. И вот в таком конфиге у вас может уехать действительно далеко, особенно если вы не поскупитесь и поставите шины позлее. Однако, как вы уже, наверное, догадались, должен быть подвох. И он есть. Когда едешь на Патриоте по городу, то создается ощущение, что выше тебя только, Останкинская башня. И на Range Rover и Land Cruiser ты реально смотришь сверху вниз. А если ты еще и достаточно смелый человек, или у тебя полный багажник арматуры, то можешь еще и плюнуть им на крышу. А когда смотришь на него снаружи, то ощущение монументальности только усиливается. Ну а под кромкой бампера, кажется, можно вот положить человека и проехать над ним как на танке. Однако вот делать этого не стоит. И вот почему. Потому что картеры моста здесь располагаются на добрых 10 сантиметров ниже вот этой самой кромки. То есть реальный дорожный просвет этого здоровяка всего 21 сантиметр. I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, у нас тут на ютубах вообще принято хаять Патриот и упражняться в остроумии в отношении него. Мы в Rottweiler тоже неплохо постарались, конечно. Однако невозможно не признать, что Патриот — это, возможно, лучший автомобиль для территории, которая располагается между МКАДом и границами Российской Федерации. Недавно я ехал на дачу, а она находится под Можайском, то есть всего-то в часе езды от Москвы. И на одном из участков дороги буквально исчез асфальт. То есть 3 недели назад он был, а теперь его нет. И объезжая вот все, что скрывалось под этим съехавшим асфальтом, я думал только о том, как больно моей городской иномарке и как хорошо тут было бы Патриоту, потому что как раз тогда я готовился к съемке этого видео. Ну, точнее, как хорошо ему было бы. Ему было бы насрать. И примерно такие же дороги я встречал в Башкирии, на Сахалине, в Краснодарском крае, под Астраханью, под Екатеринбургом. Короче говоря, везде. Я не хочу, вот если честно, рассуждать о том, почему в нашей необъятной родине, богатой природными ресурсами, настолько угрожающе мало хорошего асфальта. Ну, УАЗу в этой реальности хорошо, а значит хорошо его владельцу. Да, он часто ломается, но это значит лишь то, что запчастей для этого автомобиля больше, чем скабрезности, которые вы можете отпустить в его адрес. А людей, которые могут его починить, еще больше. Да, есть еще Лада 4х4, и она дешевле, и она тоже внедорожник. Однако она меньше, она теснее сзади, и багажник у нее не такой офигительный. Там, между прочим, 650 литров. То есть на этой машине можно возить семью, стройматериалы и корм для скотины. И делать все это одновременно. И Патриот недорогой. Базовая версия стоит 820 тысяч рублей. Это будет машина с некрашенными бамперами и на штамповке.
И новый автомобиль такого же размера и таких же талантов за эти же деньги вы попросту не найдете. Вот такая машина стоит 1 миллион 268 тысяч рублей, и это самый дорогой Патриот в линейке. Зато здесь уже есть подогрев всех сидений, однозонный климат-контроль, автоматическая коробка передач, подогрев руля, мультимедийная система на андроиде, камера заднего вида и парктроники по кругу. Ну офигенно же! И зачем в утилитарной кондовой машине нужен кондиционер, подогрев сидений, сенсорный экран? Да черт побери, зачем в глухой деревне строят МФЦ и вводят электронный документооборот? Потому что это удобно. Да, за эти же деньги можно купить кроссовер, который будет комфортнее, тише, он будет лучше управляться. Однако, если на этом кроссовере вы заедете так же далеко, как и на Патриоте, и оставите бампер целыми, то вы мой герой и большущий молодец. Конечно, есть вторичка, на которой много старых японцев, рамных, полноприводных, которые тоже, безусловно, отличные машины. Однако вот только если такая тачка сломается где-нибудь в глуши, она обязательно когда-нибудь сломается, потому что она старая, то шанс найти человека, способного починить ее с помощью молотка, килограмма гвоздей и коровьего вымени, ничтожно мал. Чего, блядь? И это я еще не затрагиваю фактор правого руля. Да, вам может быть удобно и приятно ехать ближе к обочине. Однако есть люди, которым это не понравится. Ведь есть же те, кто получает удовольствие от тональных пробок. Это же не значит, что они понравятся и вам, да? А у вас он как загадочная русская душа. Ведь где-то прямо сейчас есть глухая деревня, в которую совсем недавно провели газ, но уже как 5 лет можно заказать загранпаспорт через госуслуги. Там можно посмотреть это видео на YouTube, но асфальтовой дороги туда по-прежнему нет. А зимой нет и той дороги, которая летом считается дорогой. Но УАЗу на это просто наплевать. Это же его данность. Поэтому он не должен вам нравиться. В этой реальности УАЗ просто должен быть. Алло, Ярик, привет. Узнал? Нет? Ну, богатым буду. Скажи, а ты не хочешь расчехлить свой божественный Lexus и забрать меня тут из Подмосковья? А то я за грибами пошел, а мой крузак в сервисе. Не хочешь? Твой тоже в сервисе? Жаль. Ну ладно, извини.